Энгин Акюрек вошел в отель вместе с Афрой Сарачоглу, событие, которое моментально стало предметом бурных обсуждений в турецкой медиасреде и в социальных сетях. То, что для постороннего наблюдателя могло показаться простой встречей двух известных людей, для мира шоу-бизнеса оказалось настоящей сенсацией, полой намеков, спекуляций и скандальных предположений. Свидетели утверждают, что это произошло поздним вечером в одном из самых престижных стамбульских отелей, известном своей конфиденциальностью и строгими правилами для постояльцев. По словам очевидцев, Энгин и Афра появились у входа около 10 часов вечера, стараясь не привлекать лишнего внимания. Однако для поклонников, журналистов и папарацци, которые буквально дежурят у таких мест в ожидании громких кадров, подобный момент упустить было невозможно. Особое внимание привлекло то, что они пришли не в компании друзей или коллег, а вдвоем. Афра была одета в длинное пальто и шляпу с широкими полями, которая скрывала часть ее лица, а Энгин выбрал неприметную темную куртку и бейсболку. Все это выглядело как попытка остаться инкогнито, но, как это часто бывает в подобных историях, именно такие меры предосторожности лишь подогревают интерес. После того, как они вошли внутрь, журналисты начали выдвигать самые разные версии происходящего. Одни предположили, что это была просто деловая встреча, возможно, обсуждение будущего проекта или совместного фильма, учитывая, что и Афра, и Энгин — актеры первого эшелона, и их дуэт мог бы стать кассовым хитом. Другие, более склонные к сенсациям, тут же заявили, что речь идет о тайном романе, который они пытаются скрыть от публики. Вскоре после того, как информация об их появлении в отеле попала в прессу, в социальных сетях началась бурная реакция. Фанаты разделились на несколько лагерей. Одни радовались, что их кумиры, возможно, нашли друг друга, и писали комментарии в духе «какая красивая пара», и «если это правда, я только за». Другие же напоминали, что у Афры недавно были другие отношения, и интересовались, не стоит ли за этим история с предательством или разрывом. Отдельную интригу добавил тот факт, что ни Энгин, ни Афра не дали никаких комментариев. Их молчание породило еще больше слухов. Папарацци попытались выследить, сколько времени они провели в отеле, но сотрудники отказались давать какую-либо информацию, сославшись на политику конфиденциальности. Однако источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что актеры покинули здание лишь утром следующего дня. Если верить этим данным, возникает логичный вопрос: что же происходило в течение всей ночи? Сторонники романтической версии уверены, что это был личный ужин и время наедине. Сторонники рабочей версии предполагают, что встреча могла затянуться из-за обсуждения сценария или подготовки к съемкам. Тем временем турецкие таблоиды уже окрестили эту историю «тайной встречей года». Некоторые журналисты даже нашли в прошлом Афры и Энгина точки соприкосновения, которые якобы указывают на то, что их связь могла завязаться еще несколько месяцев назад. Например, оба они были замечены на одном благотворительном мероприятии, а затем на закрытом кинопоказе. Тогда эти совпадения не вызвали особого ажиотажа, но теперь многие пересматривают события в новом свете. Близкие друзья Афры в неформальных беседах намекают, что у нее действительно появился особенный человек, но отказываются называть имя. Сторона Энгина хранит еще более плотное молчание, что, по мнению медиаэкспертов, может быть стратегией, ведь чем меньше информации, тем сильнее растет интерес публики. Стоит отметить, что подобные истории в турецком шоу-бизнесе часто становятся началом либо громких романов, либо долгих и мучительных медийных расследований, когда каждая деталь жизни звезд попадает под микроскоп общественного внимания. Для карьеры это может быть как полезным пиаром, так и ударом по репутации, все зависит от того, как герои ситуации поведут себя дальше. Сейчас главный вопрос, который волнует фанатов и журналистов: продолжится ли эта история, или же Энгин и Афра постараются полностью ее замять? Их ближайшие появления на публике будут рассматриваться буквально под увеличительным стеклом, а любые совместные проекты или встречи немедленно интерпретируются как доказательство того, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба или работа. Одна вещь очевидна: тот вечер в отеле уже стал частью их публичного образа. И независимо от того, окажется ли эта история правдой или очередной медийной спекуляцией, имя Энгина Акюрека и Афры Сарачоглу еще долго будут звучать в заголовках новостей, а публика продолжит строить догадки, чем именно была та ночь,
началом нового романа или всего лишь страницей из закулисной жизни турецкого кино.